Приветствуем, приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Многие огородники, садоводы, дачники уже поняли, что нужно как-то заменять или добавлять к винограду или вместо винограда высаживать актинидию. Ведь это очень ценные ягоды и очень полезные, и лечебные еще ко всему. Но вот приобрели пару лет назад, вот по вашим письмам, сужу, сообщениям, и не знают, где какое растение. Пока что цветут, осыпаются, и никаких результатов нету. Как же все-таки определить, где мужское, где женское растение? Смотрите, какая прелесть. Цветет, цветет. Как вы думаете, кто это? Моя подруга говорит, у нее тоже есть актинидия. Это принц цветет так. Как же определить? А мальчика, девочки, да, а девочек она называет принцессами. Давайте я вам покажу, как это легко определить. Итак, смотрите, сколько здесь цветочков. По 3, по 5 цветочков собраны в одно соцветие. Видите, одно соцветие. А в центре чуть-чуть просматривается зависть. И вот эта зависть окружена множеством тычиночек. Вот я их вам сейчас покажу, я думаю, видно. Вот видите, вот она, соцветие, видите, их много здесь, цветочков. И завязи не видно практически, зато тычинок масса. Видите, очень красивые цветы, запах, конечно, хороший. Сейчас ветер, а обычно пчел здесь много, просто будет. А теперь мы у киевской крупноплодной актинидии. Посмотрите, как расположены цветочки. Поодиночно, даже если два, но они рядышком, они не с одного соцветия, не в одном соцветии все находятся. Цветы одиночные, и в центре одна большая зависть, одна большая, с сидячим лучеобразным рыльцем, а вокруг тычинки на коротеньких таких ниточках. Давайте я поближе возьму, вот сюда вот пойдем, вот уже видно, здесь заранее цвел. Видите, рядышком два плода, а вот первый, который зацвел, посмотрите, вот она, зависть, одиночная, и уже видно, да, вот очень красиво видно, вот этот рядышком у нас будет еще цвести, вот уже виден плодик, ягодка, очень красивая и очень вкусная. Я по сортам потом отдельно скажу. Сейчас наша задача определить, где же принц, где принцесса, по словам моей коллеги садовода. Так вот, вот здесь это особенность вот женских цветочков. Одна красивая белая зависть, она бело-салатного цвета, вокруг есть тычиночки, но тычиночки вот на таких коротеньких ниточках, и их, естественно, меньше, чем на принце. Тычинки, из-за того, что их мало, и они такие коротенькие, чаще всего это стерильные цветочки, и самоопыление не происходит. Но вот женским нужен принц. Я сейчас вам покажу, еще только собираются цвести эти польские у меня актинидии. Сейчас посмотрите, тоже особенность. Вот уже когда перецвели актинидии, уже видно, вот это женская, видите, какая красота, уже видна ягодка, вот это. Вот. И это у меня снова же одна из киевских. Кстати, это из самоплодных, но все равно мальчик помогает. Ну и сейчас обещала польский. Смотрите, какой он красивый. Польские более крупные ягоды. Тоже сразу видно, что здесь вот такая зависть. И особенность, вот очень красивый вот эти конец завязи. Прямо букетик беленьких таких ниточек. Очень красиво. Ну и видны дальше там вот тычиночки. Вот так вот. И особенность у польских, они вот имеют вот такую окраску с обратной стороны. Если киевские, они более светлые, а тут вот смотрите, какая красота. Еще сейчас подойдем, еще раскрылись цветочки еще. Это тоже польская, но у нее особенность, вот она такая, она не имеет вот этого оттеночка красного, она тоже беленькая. И видите, тоже очень хорошо видны вот эти плодики. Стараюсь показать, вот они такие, видите. Ну, конечно же, работает мальчик,
пчелки. Сегодня ветер и пчелки не могут полетать, но все равно успокоится ветер, и пчелки обязательно принесут пыльцу из мужского растения, из растения принца. Сорт, который мы в прошлом году показывали. Тоже, смотрите, особенность принцессы в том, что отдельные вот эти соцветия идут, отдельно цветочки, каждый в отдельности. Хотя на этой же веточке, вот смотрите сколько, и здесь очень много ягод потом завязывается. Чуть-чуть позже, надеюсь, что мальчик опылит, но здесь эта вот актинидия заявлено, что она самоплодная. Возможно, поэтому она в прошлом году уже и мальчик у нас померз и не цвел, а ягоды у нас были. Так что селекционеры очень хорошо работают в этом плане и создают все новые и новые сорта, когда не надо будет садить и принца, и принцессу. Вот смотрите, еще одна особенность. Вот принц у нас меленький, их много. А вот эта принцесса, она более крупная. Ну и может вам помочь еще лезвие. Я сейчас их разрежу по центру, и вы увидите отличие их тоже. Принц и принцесса, мужское и женское. Итак, смотрите, вверху маленький цветочек. И в центре чуть-чуть просматривается зависть. Вот он, мальчик. Маленькая такая, маленький цветочек. Почти не видно. А вот, смотрите уже, во-первых, крупный цветок, и здесь зависть какая. Вот разрежьте лезвием и посмотрите, если у вас вот такой, в таком разрезе есть вот эта зависть, очень красивая, крупная, это девочка. Вот таким образом можно определить, где у нас принц, где принцесса. Принц маленький, много их на одном соцветии, и одиночные цветочки с крупной завязью. Вот такая тема. Мы подготовили с Александром вам ответ на ваш вопрос, как определить, как отличить женское от мужского растения актинидии. Потому что у многих вот такая ситуация. Хотят понять, что у них растет, и если что, заменить или докупить новые растения. Мы прощаемся с вами. До следующего видео. Всего самого доброго вам.